Привет, друзья! В сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о озере потерянных душ, раскрыть леденящую душу легенд о проклятом озере, где обитают духи утонувших, жаждущие мести живым. На безымянных картах мира, среди темных лесов и мглистых долин, скрывается озеро, окутанное мрачными тайнами и ужасающими преданиями. Озеро потерянных душ, как гласит народная молва, является местом обитания духов утонувших, которые не нашли покоя в холодных глубинах водоема. Согласно легендам, эти потерянные души жаждут одного вместе живым, которые осмеливаются нарушить их водное убежище. В этом видео мы погрузимся в мрачный мир мифов и фольклора, связанный с проклятыми озерами и призрачными явлениями. Исследуем, как и почему водные глубины стали последним пристанищем для непокойных душ и какие ужасные события привели к этим мистическим проклятиям. Рассмотрим рассказы очевидцев и исторические свидетельства, которые подтверждают или опровергают существование этих водяных могил. Проклятое озеро – истории и легенды в самом сердце мрачных лесов, засланных туманом сомнений и страха, укрывается озеро, которое называют потерянными душами. Эти озера несут на себе зловещую репутацию места, где мир живых и мир мертвых касаются друг друга. Согласно многочисленным легендам и поверьям, омываемым волнами этого озера, говорят, что здесь обитают души утонувших, истосковавшиеся по своему спасению или жаждущие мести. Реально происходит следующее. Как только туман не сходит на озеро, у воды начинают виднеться фигуры. Некоторые говорят, что это призраки утонувших, которые не могут покинуть место своей смерти. Местные жители уверены, что слышат, как стоны и плач перемежаются с беззвучными криками, исходящими из глубин озера, особенно в тихие, бессонные ночи. Легенды о проклятом озере восходят к давним временам, когда первые поселенцы этого региона столкнулись с частыми несчастными случаями и необъяснимыми исчезновениями у озера. С тех пор рассказы о неестественных явлениях, окружающих это место, стали частью фольклора региона. Ученые и эксперты в области паранормальных явлений пытались изучить это место, но многие из них отмечают невероятную сложность в обработке данных и необычные аппаратные помехи и сбой при съемках, как только их оборудование приближается к воде. Существует множество рассказов от тех, кто утверждает, что видел водяные могилы, где вода кажется темнее, а атмосфера предвещает неблагополучие. Другие же связывают это место с порталом в другой мир, где души покойных не находят упокоения. Одной из известных историй является рассказ о молодой женщине по имени Анастасия, которая, по легенде, упала в озеро одним летним вечером и так и не вернулась. С тех пор, говорят, ее призрак часто видят стоящим на берегу при полной луне, маячащим своим белым платьем тем, кто осмеливается приблизиться к водам после заката. Эти рассказы и местные предания оставляют глубокий отпечаток на культуре и идентичности региона, делая озеро не просто местом избежания, но и точкой непреклонного интереса среди исследователей загадочного и неизведанного. Проклятое озеро остается одним из самых интригующих и неоднозначных мест, где фольклор переплетается с реальностью, а истории мертвых продолжают жить в устах живых. Живые мертвецы, духи утонувших на озере по преданиям, с каждым глотком воды озеро потерянных душ становится все глубже и темнее. Эти озера поглощают не только тело, но и души тех, кто осмелился нарушить их покой. Жители прилегающих территорий рассказывают древние истории о безмятежной поверхности озера, которая в один момент может вспыхнуть зловещими вихрями, затягивая в глубину неосторожных путешественников. Реально происходит в темное время суток, когда мрак окутывает водную гладь. Местные жители утверждают, что видят светящиеся фигуры, плавающие под поверхностью воды. Эти призрачные светила, как говорят, являются призраки утонувших, которые не нашли покоя на дне озера. Они блуждают в водной пустоте, и, по легендам, их заветное желание – затянуть за собой в глубины новые жертвы, чтобы освободиться от своих цепей. Согласно народным рассказам, эти духи, известные как живые мертвецы озера, обладают способностью влиять на живых. Нередки случаи, когда люди, вернувшиеся с озера, рассказывали о странных голосах, которые слышали из водной глади, зовущих их по имени. Однако, прельщенные этими зовами вглубь, они лишь чудом избежали страшной участи стать очередной жертвой.
Исследователи фольклора и паранормальных явлений часто посещают это место в попытках получить доказательства присутствия духов или даже связаться с ними. Некоторые героические попытки были засняты на видео, где фиксируются необъяснимые аномалии, тени, отсветы на воде, несмотря на отсутствие лунного света или других источников. Ученые и скептики пытаются найти логическое объяснение всему происходящему от газовых пузырей до световых отражений, однако не могут отрицать тот факт, что многое из того, что происходит на озере, не поддается научному объяснению. В то время как фольклористы и этнографы активно изучают мифы, пытаясь разгадать, кто такие живые мертвецы и что именно они хотят от живых. Этот проклятый водоем каждый раз напоминает о тонкой грани между миром живых и царством мертвых. Многие верят, что озеро потерянных душ – это место, где реальность пересекается с потусторонним миром, где призраки утонувших продолжают свое вечное блуждание, ища способ обрести покой или отомстить живым, став частью легенды, живущей в веках. Мифы и фольклор о проклятых водоемах озера, покрытые туманной завесой тайн и легенд, всегда притягивали к себе внимание не только путешественников, но и исследователей паранормальных явлений. Нередко именно такие места становятся центром страшных мифов и поверий. Одним из самых загадочных является озеро, получившее в народе прозвище «Озеро потерянных душ». Согласно легенде, это место – настоящая водяная могила для тех, кто по неосторожности или судьбиной воле оказался в его холодных объятиях. Реально происходит. Люди веками рассказывают истории о том, как духи утонувших не находят покоя и пытаются заманить к себе в мрачные глубины живых, чтобы те разделили с ними вечный покой. По слухам, именно поэтому многие местные жители обходят стороной это место, стараясь не нарушать покой тех, кто уже стал частью его мрачной истории. Мифологическая составляющая этого озера берет свои корни в древних поверьях о водяных и божествах, сторожащих озеро и реки. В различных культурах эти сущности могли быть как защитниками, так и врагами человека. В славянской мифологии присутствуют рассказы о водяном существе, которое может наказывать тех, кто нарушает спокойствие его владений. Подобные существа часто олицетворяют собой силы природы, вечно стремящиеся восстановить нарушенный баланс. В контексте озера потерянных душ водяной появляется как опекун глубин, проклиная тех, кто посмеет тревожить его уединение. Эта история, возможно, начала распространяться с целью предостеречь людей от опасностей, которые таятся в темных водах. С каждым утонувшим легенда о проклятом озере продолжала расти, превращаясь в остерегающий символ для местного населения. Фольклорные повествования часто усыплены отчетами о странных явлениях вокруг таких мест, как мистические световые эффекты, туман, который кажется сгущающимся без видимых на то причин, и звуки, исходящие из-под воды. Некоторые утверждают, что видели лица утонувших в размытых водах озера или слышали их голоса, зовущие к себе. Такие истории, несомненно, придают таинственное звучание проклятым водоемам, делая их призрачными и пугающими. Они соединяют в себе страх перед неизведанным и уважение к природе, которая, по мнению многих, имеет свою волю и способна защищать себя. В то же время мир теней и духов в этих рассказах остается живым и по сей день, отражая вековые человеческие попытки объяснить и оправдать случаи несчастных гибелей в мистических обстоятельствах. Призрачные явления на озере потерянных душ на таинственном озере потерянных душ, расположенном в уединенном уголке старинного леса. Мрачные легенды живут в каждой течении и в каждом шепоте ветра. Эти истории не утихают на протяжении веков, тянущие своими корнями в глубину времен, когда первые поселенцы ступили на его берега. Озеро, как говорят старожилы, никогда не было дружелюбным к тем, кто осмеливался войти в его озеро. По легендам, здесь обитают духи утонувших, жаждущих мести тем, кто живет. Одна из самых зловещих и известных историй рассказывает о молодой женщине по имени Элизабет, которая утонула в озере в ночь своей свадьбы. Говорят, что ее возлюбленный предал ее, и в отчаянии она бросилась в холодные объятия воды. С тех пор их силуэты можно видеть на поверхности озера в полнолуние. Реально происходит. Местные жители время от времени слышат голоса и видят странные светящиеся фигуры, которые словно пытаются дотянуться до людей.
Последствия таких встреч часто оказываются пугающими. Существует несколько рассказов от тех, кто выжил после встречи с призраками Элизабет и ее предателя. Люди говорят о чувстве чрезвычайной холодности и невидимой силе, стремящейся их подтянуть под воду. Некоторые утверждают, что это именно тяга утонувших духов вернуть себе утраченные жизни, захватывая в свои ряды новые души. Исследования фольклора и мифов показывают, что идея водяных духов, жаждущих мести, не уникальна только для озера потерянных душ. Во многих культурах вода рассматривается как портал в другой мир или как место, где духи утонувших застревают между мирами. От Японии до Скандинавии, от славянских до Native American поверий, водные пространства часто почитаются и боятся одновременно из-за их связи с потусторонним. Наукой пока не удается полностью объяснить, почему вокруг таких мест скапливаются жуткие рассказы и явления. Психологи предлагают теорию, что вода – это символический элемент, который несет в себе как возможность жизни, так и угрозу смерти, что делает ее идеальным местом для возникновения легенд и мифов о потерянных душах. Так или иначе, озеро потерянных душ продолжает привлекать исследователей паранормальных явлений, жаждущих разобраться в необъяснимых событиях, и туристов, надеющихся хотя бы на мгновение прикоснуться к величайшим тайнам региона. Эти озера кажутся зеркалом, отражающим загадки человеческой души, и пока они не раскроют все свои тайны, озеро будет продолжать пугать и манить путников своим мрачным очарованием. Водяные могилы, тайны и загадки озера потерянных душ, окутанное мрачными тайнами и густыми туманами, отягощено тяжелым наследием преданий. Со времен, уходящих корнями в глубокое прошлое, локальные жители пересказывают леденящие душу истории о том, как водоем служит не просто приютом для рыб и птиц, но и последним убежищем для душ несчастных, чьи жизни оборвались в его холодных объятиях. Реально происходит предание о загадочных исчезновениях и странных звуках, доносящихся из-за водной глади, становится предметом все новых и новых обсуждений и исследований. Водяные могилы, как часто называют озеро с подобной репутацией, порождают бесчисленное количество фольклорных рассказов. Согласно местным легендам, озеро потерянных душ не просто место памяти, но и активный участник вечной драмы. Оно, как предполагается, выбирает себе жертвы, жадно поглощая тех, кто посмеет нарушить его спокойствие или отважится исследовать его глубины. Души утонувших, по преданию, не могут покинуть его пределы и остаются вечно бродить под водной поверхностью и жаждут мести. Так, например, рассказывают о молодом парне, который в одну роковую ночь отправился плавать и исчез. С тех пор местные уверены, что в водах озера обитает его дух. Они говорят, что в тишине ночи можно услышать, как его голос зовет к себе в глубины озера, предлагая освободить от земных забот. Мифы о проклятых водоемах зачастую уходят корнями в очень реальные человеческие страхи, боязнь неизведанного и потустороннего. Озеро, как зеркало, отражает эти страхи, превращая их в предания о призрачных явлениях. Люди веками сталкиваются с беспокойством перед лицом необъяснимого, и вода, всегда изменчивая и непостоянная, становится идеальным катализатором для таких преданий. Рассказы об озере потерянных душ продолжают живо циркулировать в местном сообществе, причем каждое поколение добавляет что-то новое об этих мрачных озерах. Ведь вода в мифах – это не только источник жизни, но и портал в другие миры, путь к непознанному. А проведенные учеными исследования этой местности только подогревают интерес, ведь, несмотря на все усилия, до сих пор не найдено объяснение многочисленным загадочным происшествиям. Таким образом, озеро потерянных душ остается не только географическим объектом на карте, но и живым символом таинственного и неисследованного, вызывая волну любопытства и трепет перед неизбежным столкновением с неизвестным. А вы что знаете об этом? Напиши свой комментарий под видео. Подписывайтесь на канал и приглашайте друзей. Я хочу верить. Димура.